Раньше я всегда думал, что зимой весь Байкал покрывается гладким прозрачным льдом, как будто это один огромный каток. Но на самом деле такой гладкий лед на Байкале не везде. Такие места нужно еще поискать, и они бывают только вблизи острова Ольхон. Тут из-за сильного ветра часто выдувается снег с некоторых участков. Вот так это выглядит со спутника. Видите, это остров Ольхон, а это места, где ветер отчаянно выдувает снег со льда. Поэтому первым делом мы, конечно же, поехали искать именно эти участки. Смотрите, смотрите, как круто! Прям реально даже немножко страшно. Страшно наступать, как будто он прям сейчас расколется подо мной. Крепкая? Ты чё прыгаешь? У нас тут сейчас остановочка специально для блогеров. Они приехали, фоткаются все. Сейчас покажу вам, что делают инстаблогеры. Вон инстаблогеры, у них обязательно есть красный шарф с собой. Это самое главное, что может быть. Какие у вас комбезы прикольные. Почем комбезики? Ну, не знаю, 20, наверное, стоит. А покажите, что вы с шарфом делаете, чтобы он красиво лежал. Как Открываешь шарф. фотошоп. Так. Вот. И рисуешь шарф, да. Короче, сделали сначала сердечко. Ага, сердечко. Так. Вот. Ну, что-то такое. Потом подняли на квадрокоптере, сфоткали. Ну и потом уже будем править. А ну, Ян, Ау. почем шмот? Слышишь? 4000. 4000? 8000 со скидкой, потому что не зима, брал. Вот все очень скромно. Это... А это вот это подороже будет. 100 000 отдал. Но год ничего не покупал. Год экономил. Хотел подарок себе сделал на Новый год. Вот такую вот куртку. Вот это контент подъехал! Камеры все пошли, снимать резко. Ну как, скажи, холодно тебе? Прохладненько. Прохладненько? Немножко. На тебе шарф. Спасибо, дружище. Ты настоящий друг. Все, я вдохновился, значит. Эти инстаблогеры, представляете, заставили меня тоже голышом тут походить. Холодно. Люблю, знаете, выйти с утра с чашечкой кофе. Что, Михаил Алексеевич, как вам просторы Байкала? Да и хорошо, знаешь, свежо. Байкал настолько огромен, что его часто называют морем. Он занимает почти 32 000 квадратных километров. Это примерно как площадь всей Бельгии или Армении. Тут на Байкале 26 островов, и из них Ольхон – это самый крупный и единственный обитаемый остров, поэтому мы поехали его исследовать. Мы наконец-то заехали на остров Ольхон. Он вообще не выглядит просто островом, обычная какая-то деревня. Это же столько людей, они здесь живут. Ладно, вот зимой у них есть переправа, они могут ездить. А когда осень, весна, когда тают льды, нельзя же паром запустить, что они делают? То есть они там несколько месяцев вообще просто без всего закупаются на несколько месяцев и живут прямо здесь, никуда выехать не могут. На Байкал мы поехали с Lexus Adventure Camp, поэтому несколько часов на острове мы месили снег по горным тропинкам через лес. Я вообще думал, что Lexus RX пенсионерская тачка и это не для нее, но оказывается она офигенно рулится в лесу и ни разу не скребанула днищем. Хотя в некоторых местах я думал, что мы точно сядем на брюхо. Причем, что по асфальту едешь, что по снегу, что по льду, что по внедорожью какому-то, практически не меняются ощущения внутри. Вот. Она никак ничего не меняется. Сейчас на лежачего полицейского наехали, на природного лежачего полицейского. Воу!
проверим, как GoPro снимает на ветру. Обед прямо посреди Байкала, прям вот просто в молоке, ничего нету вокруг. Тепленько тут так. Крем от загара взял? Там прики, там вообще ветрище внутри. Я переходил, едет. А чё вы в перчатках кушаете все? Вам что, холодно, что ли? А что стены из льда? Почему в ресторане нет много? Рот к ложке примерз. Это говяжий бок. Говорят, что его готовили 4 дня вот до нас. Но он реально очень вкусный. Вот видишь, вот тот ресторанчик. Эти все ледышки доставали вот из этого участка. Напилили вот здесь, а потом поставили. И это все для того, чтобы мы просто похавали, выложили вот это вот все. Это столько тут труда для того, чтобы мы даже об этом не подумали. Мы такие, поехали, да. Но как минимум это было супер запоминающее. Многие могут возразить, что вы за мудаки по чистому озеру ездите. Но на самом деле Lexus очень бережно отнесся к экологии. И у нас все происходило безопасно и с заботой о природе. А по Байкалу проезжают 1000 автомобилей в день. Зимой его используют как короткую дорогу между берегами. Реально это выглядит как междугородняя трасса. Так, мы потеряли еще один дрон. Он где-то здесь. Сейчас снимали проходку, тут машины ехали. Дрон я летел назад и вот в эту гору улетел. А он так низко был? Да. Нашли! Он жив, получается. У него даже все пропеллеры целенькие. Ну супер, все тогда. Итак, знакомьтесь, это Ян Топлес. Для тех, кто не знает, это автор самого крутого канала на ютубе Топлес. Вот, а что у тебя Топлес? Вот, А нет лучше другого названия мы просто не нашли. Короче, вы сильно не переживайте, название не про это, не про Топлес. Посмотрите видео про то, как общаются между собой деревья. У них там есть свой интернет с мессенджерами. Как там, грибы да, скооперировались с деревьями за счет миллионов лет. И давай друг другу помогать. И про коронавирус тоже, кстати, есть. Да, тоже про дронный посмотрите. коллайдер, все, что хотите. Обязательно, да, посмотрите, обязательно. Даже не это. Обнял. Блин, какая погода разная здесь. Там ветер фигачит адский, а здесь очень хорошо, тепло. Очень переменчивая погода, конечно, тут на Байкале. Почем шмот? Давай. Что за тапочки у тебя? Тапочки в ЦУМе покупал, 1015, наверное, стоят, не знаю, что за фирма. Так, штанишки. Штанишки АС 1500. Что, на 23 февраля жена подарила. Не знаю, сколько стоит. Ну, 1500. Ага. Курточка. Это дизайнерская куртка российская. 1000 тоже 15. Крокотау. Крокотау. И тепло тебе? Нет. Сильно, но ни хера не тепло. Я не просто так приставал к блогерам и спрашивал, почем шмот. Многие в этой экспедиции основательно подготовились, чтобы сделать невероятные фотографии для Инстаграма. Короче, я понял, надо постоянно с инстаблогерами ездить. Они просто постоянно шоу устраивают. То, значит, голенькими на льду катаются, то еще что-то. Просто постоянно какое-нибудь шоу у них. Мы хотим посмотреть высоту. Хорошая машина. Нас привезли наконец-то на трассу. Здесь в чистом поле, в чистом льду. Lexus раскатал несколько трасс, чтобы можно было погонять на машинах. Единственная проблема —
мой маленький гипс, и мне придется взять что-нибудь попроще. Ну, погнали. Сейчас, когда международные перелеты запретили, самое время изучать нашу необъятную родину. И Байкал – одно из тех мест, которые обязательно нужно посетить. Тут очень круто.